Разбомбить Москву к чертям. Жесткие слова Трампа просочились в СМИ. Путин опять игнорирует президента США. Москва ответила на критику мощнейшей атакой. Ракеты для Патриот и не только. Какое еще оружие могут передать Киеву? Российская экономика накануне краха. Какой показатель обвалился в 3 раза? Время дипломатии прошло, на что намекает Мерц. Привезли войну домой. Ветераны так называемого СВО ставят антирекорды. Сносят дома и семьи. Еще один штат ушел под воду. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Дональд Трамп обещал Владимиру Путину уничтожить Москву, если тот сунется в Украину. CNN публикует аудиозапись. Я сказал Путину, если вы вторгнетесь в Украину, я разбомблю Москву к чертям. У меня не будет выбора. Это сильное заявление Трамп сделал в 2024 году, еще будучи кандидатом в президенты. Сильные слова прозвучали на закрытой встрече доноров. А потом Путин такой: я вам не верю, но он поверил мне на 10%. На том же мероприятии Трамп признался, что угрожал и Си Цзиньпину, мол, в случае атаки на Тайвань США разнесут Пекин. CNN не уточняет, когда могли быть сделаны эти угрозы. Похоже, у Владимира Путина получилось вывести из себя заокеанского коллегу. Мы недовольны Путиным, я недоволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них его солдаты. В основном его солдаты и их солдаты. И сейчас их число достигает 7 тысяч в неделю, и я недоволен Путиным. Но очередное за несколько дней заявление о недовольстве Путиным президент США украсил дополнительными эпитетами. Если вы хотите знать правду, Путин обрушивает на нас кучу дерьма. Он всегда очень мил, но все это оказывается бессмысленным. Накануне президент США дал зеленый свет на возобновление поставок оружия Украине, в первую очередь систем ПВО, приостановленную ранее по инициативе шефа Пентагона Пита Хексета. После порции критики Путина со стороны Трампа в Кремле отреагировали своеобразно. Российская армия снова ударила по Украине. Войска страны-агрессора в ночь на среду 9 июля атаковали Украину рекордным количеством дронов и ракет. ВСУ тоже обновили рекорд, обезвредив 718 целей. Тем не менее, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Основной удар пришелся по Луцку. Помощь продолжается. Спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс официально заявила на брифинге: военные поставки Киеву возобновлены. Мы были и остаемся крупнейшими сторонниками Украины. Нам не безразличны эти люди и то, чтобы у них было все необходимое. Ранее по инициативе шефа Пентагона была заморожена передача 30 ракет-перехватчиков для Патриот. Трамп после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал немедленно передать Киеву 10 ракет и помочь с поиском дополнительных поставок. Но речь может идти не только о ракетах. Президент США рассматривает отправку в Украину еще одного комплекса Патриот, чтобы усилить защиту украинского неба от российских ударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее Украина уже получила 7 комплексов. 3 от США, 3 от Германии и 1 от Европейского консорциума.
Дональд Трамп устал ждать от Путина мира и, судя по всему, решил перейти к удару экономическому. Как сообщает Политика, эксцентричный президент США готов поддержать законопроект о введении 500% пошлин на страны, покупающие российские нефть, газ и уран. Об этом заявил автор инициативы, сенатор Линдси Грэм. Трамп сказал мне, что пора двигаться, так что мы начинаем. Под удар могут попасть даже союзники США, если не откажутся от торговли с Кремлем. Технически запуск обсуждения в Сенате возможен уже в июле, пока готовят почву, но старт объявят уже на этой неделе, по словам республиканцев, включая лидера большинства Джона Тьюна. Если закон примут, весь энергетический экспорт Путина за рубеж может превратиться в токсичный балласт. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь это именно вы решаете, узнает ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогает продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Дипломатические средства исчерпаны. Так канцлер Германии прокомментировал возможность достигнуть мира в Украине путем переговоров. Это заявление Фридрих Мерц сделал во время выступления в Бундестаге. Переводя с политического, надежд на диалог с Путиным больше нет. Мерц раскритиковал массированный ночной ракетный обстрел Украины 9 июля. Один из самых разрушительных с начала войны. И прямо назвал власти России преступным режимом. Мы будем продолжать помогать Украине, дамы и господа, даже несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых здесь, в этом зале. Мы будем продолжать эту поддержку. Я хочу сказать это еще более ясно. Дипломатические средства исчерпаны. Когда преступный режим с помощью военной силы открыто ставит под сомнение право на существование целой страны и идет по пути разрушения политического устройства всего европейского континента, возглавляемое мною федеральное правительство сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить это. Ранее стало известно, что Берлин выделяет дополнительные почти 2 миллиарда евро Киеву на дальнобойное оружие. Общая военная помощь достигнет 9 миллиардов евро. Возможность прямой передачи ракет «Таурус», способных бить по Москве, остается на столе. Правда, для использования этих ракет украинским военным потребуется обучение, на которое уйдет не менее полугода. Но главное, политическая воля в Берлине появилась, и теперь это не тот осторожный Берлин времен Меркель. Германия окончательно избавилась от иллюзий. Мирные переговоры с Путиным – мертвая тема. Теперь ставка на силу. Со слов Путина, состояние экономики хорошее, страна развивается, но статистика говорит о приближении мощного кризиса. В ипотеке настоящий обвал. Россияне резко прекратили брать кредиты на жилье. В июне банки выдали всего 68 тысяч кредитов. Это только треть от того, что было год назад. По деньгам 311 миллиардов рублей. Минус 61% от прошлогоднего показателя. И это официальные цифры от Дом.РФ. Россия тонет в насилии. За первое полугодие бегущего года в стране зарегистрировано 333 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений. Абсолютный рекорд за 15 лет. Цифры официальные от Министерства внутренних дел. Показатель вырос на 10% по сравнению с прошлым годом и на треть с довоенным 2019. С начала войны это самый высокий скачок, и он пришелся на момент, когда на гражданку начали возвращаться участники вторжения в Украину. По данным Кремля, с фронта вернулись уже 137 тысяч военных. И именно после их возвращения по стране прокатилась волна убийств, изнасилований, грабежей и вооруженных разборок. Статистика тревожная. Массовое возвращение милитаризированных, травмированных и зачастую безнаказанных бойцов превращает Россию в зону боевых действий, только без окопов и фронтов.
Пока в Техасе приходят в себя после смертельного наводнения, большая вода пришла в очередной американский штат, в Нью-Мексико. Объявлено чрезвычайное положение из-за стихии. Поток воды буквально смел все на своем пути. Пока известно о 3 погибших. Это отец и 2 детей. Еще 3 пропали без вести. Люди оказывались в ловушке, не успевая даже выбраться из машин и домов. Еще утром эту реку можно было перейти вброд. Сейчас это 6-метровый смертоносный поток, поднявшийся за полчаса. Это уже 2-е наводнение за неделю. Ранее стихия разыгралась в Техасе. Количество жертв там выросло до 111 человек. 171 считается пропавшим. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.